Друзья, здравствуйте! Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Велолетописец на связи. 30 августа 2025 года. Сегодня будем снимать поселок Школьный, Минская область. Мы с вами сейчас в самом начале въезжаем в этот поселок, движемся по улице Центральная. Итак, друзья, по правую руку Хотовский спиртзавод у нас. Можете наблюдать, обгороженный здесь все колючей проволокой, забор. Движемся по улице Центральная. Снова я выбрал маршрут так, чтобы солнце было в спину и кадры не засвечивались. В целом, друзья, хочу сказать, что хочу посетить костел, который здесь находится. Кстати, вот он виднеется впереди, костел Сердца Иисуса. Мы обязательно подъедем к нему, посмотрим. Продолжаем движение по улице Центральная. И, судя по картам, улица Центральная у нас будет уходить влево. Мы, друзья, проедем по ней вначале, потом вернемся, проедем по другим улицам. Здесь также недалеко рыбное хозяйство, водоемы, природа. Будет интересно, конечно, поснимать. Ну вот, знак нам говорит, что Хотовский спиртовой завод по правую руку и рыбхоз Хотова. Мы продолжим движение по улице Центральная. Наш поворот налево. Тяжеловато ехать в горку, но ничего. Отсюда виднеется уже по правую руку этот костел. Обязательно к нему подъедем. Так, друзья, согласно картам, у нас здесь по правую руку Хотовская школа. Первая школа в Хотово. Так написано. Судя по всему, это заброшенное здание. Потому что все заколочено. Как видите, на втором этаже разбитые окна, а на первом все досками забито. Едем с вами далее по улице Центральная. Так, друзья, все же, возможно, сможем мы проехать вокруг этой школы заброшенной. Тут, конечно, лучше было бы пешком. Нарыли кроты, нор. Здесь ведет дорога.
И там у нас сразу костел выходит. И здесь получается внутренний двор. Попробуем просто объехать вокруг. Друзья, ну вот так все это выглядит здесь. Это заброшенная школа. Видимо, как во многих других деревнях, люди в основном поуезжали. То есть детей не осталось. Только если старики какие-то или дачники. Получается, школа уже пришла в негодность. То есть никто ее не посещает. Поэтому, вероятнее всего, она была закрыта и превратилась в заброшенную школу. Так, друзья, продолжим все же наше движение далее по улице Центральная. Хочу ее заснять до конца. Напоминаю, что мы находимся с вами в поселке Школьный. Центральная 5. Вывески на домах мне говорят. Там спереди, судя по всему, знак, указывающий на то, что Школьный заканчивается здесь. По левую руку поля, по правую здесь еще есть домики. Ну и опять же крест и знак, что Школьный здесь заканчивается, и, соответственно, улица Центральная тоже. Будем с вами, друзья, возвращаться. Снимем костел. Итак, друзья, вернулся немного назад. Снимаем с вами костел. Сердце Иисуса. Здесь у нас сразу же камень встречает. Костел Наисвятейшего сердца Иисуса. Здесь турники еще остались от школы. Так, ну мы продолжим с вами движение по этой дорожке. В общем, костел не старый, ему еще 100 лет нету. То есть заложен на месте деревянной часовни на деньги Карла и Софьи Незабытовских. Строился в 1931-1934 годах. И имеет такой нехарактерный для костелов стиль архитектурный, как неороманский. Обычно костелы у нас в неоготическом стиле строятся. Но здесь в таком виде. В 1934-2024, то есть был юбилей. Вот, друзья. Так, он, наверное, закрыт. Сейчас можем попробовать снять вокруг, пройти. Друзья, он был закрыт в 1944 году. В связи с войной был превращен в склад, как и многие церкви во время войны. Ну и в конце 20 века, благодаря местным жителям, в общем-то, его открыли снова
такая небольшая история. Скажу вам честно, раньше я неоромановский стиль не встречал, в основном неоготика. О, Костелов прослеживается. Пробуем пройти здесь вокруг, заснять. Видите, камни, не камни, а кирпич чередовался, красный с белым. Интересное решение архитектурное. Вот так все это выглядит. Идем с вами, друзья, далее. Обходим вокруг. Ну и здесь получается задний двор. Ну вот так выглядит, получается, с заднего двора. Ну, здесь уже не пройдем мы. Все закрыто. Да, и, друзья, вернулся я на этот перекресток, где улица центральная, получается, уходит влево. Хочу проехать по вот этой улице. Она никак не обозначена. Будем двигаться по ней. Здесь у нас сразу же видно водонапорная башня справа. Старая, видимо, заброшенная. Слева здание тоже, видимо, заброшено. Крыша прохудилась. Так, тяжело ехать. Спешиваемся. Итак, вы все знаете мою любовь к водонапорным башням, поэтому тоже немножко уделим внимание. Аисты свели гнездо на самом верху. Вот так это все выглядит. Здесь все обгорожено. Вот. Продолжим наше движение по этой безымянной улице. Костел сердца Иисуса у нас по левую руку. Тут скошена трава возле него. И здесь по правую еще есть дома. Вот так он выглядит издалека, друзья. Едем дальше по этой безымянной улице. Не рассмотрел я там на домах нигде табличек. Просто проезжаем. Ну, здесь, судя по всему, лесничество. По крайней мере, карты так говорят. Хотовское лесничество располагается. Так, здесь, по идее, заезд туда.
Но мы, похоже, что выезжаем вообще уже за пределы поселка Школьный. Я знаю, там дальше есть еще кладбище. Можем попытаться до него доехать. Менял я уже батарею дважды. Еще есть заряд. Можно проехать, просто посмотреть издалека. Так, друзья, ну вот видно, тоже обгорожено. Памятники. Ну, обычное кладбище, друзья. Здесь в лесу. Будем возвращаться, наверное. Попробуем снять с вами еще рыбное хозяйство, водоемы там.